Александр Иншаков, киноактер, каскадер, снимавшийся в советских и российских фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Крысиный угол», «Крестоносец», «Бригада» и другие. Президент гильдии каскадеров Союза кинематографистов России, продюсер и общественный деятель. Детство и юность. Александр Иншаков родился в Москве в январе 1947 года. Кроме него в семье Ивана Семеновича и Зои Алексеевны Иншаковых росла дочь Галина. Отец Иншакова преподавал физкультуру в школе, и сына пристрастил к спорту. Хотя, как рассказывал актер, в гимнастику он попал по совету соседа. В тяжелое послевоенное время семья ютилась в бараке. Из удобств в 12-метровой комнате лишь электричество, остальное во дворе. Заняться на такой жилплощади было особо нечем, так что Саша с друзьями большую часть дня проводили на улице. Как-то, увидев слоняющихся по двору ребят, сосед надоумил их записаться в секцию гимнастики. В результате этому виду спорта Иншаков отдал 15 лет. Когда Александр окончил школу, то устроился работать на завод, где 2 года трудился слесарем-сборщиком, а позже, в 1967 году, начал тренировать гимнастики других. Спорт. Так получилось, что сама судьба распорядилась закончить отношения Александра с гимнастикой. Как рассказывал актер, у него случились 2 серьезные травмы, буквально одна за другой. В первый раз на соревнованиях, когда он делал упражнения на перекладине, прямо под его руками сломалась планка. Из вертушки по законам физики он отлетел в сторону, повредив плечо и палец, получив сотрясение мозга. Второй случай произошел, когда спортсмен занимался на кольцах. У одного из колец лопнул трос, вся нагрузка мгновенно переместилась на одну руку. Так Иншаков повредил плечо. И хотя организм молодого человека восстановился после травм, врачи посоветовали Александру больше не рисковать из-за поврежденных связок и сустава. Несколько лет параллельно с гимнастикой он ходил в секцию по боксу, но решил расширить круг интересов и стал осваивать борьбу и дзюдо. После гимнастики борьба показалась ему совсем несложным видом спорта. В дзюдо помогала хорошая растяжка, наработанная прежде. Против спортсмена с гимнастическим опытом было сложно применить болевой прием. В начале 70-х годов Иншаков увлекся карате и в 1979 году стал абсолютным чемпионом столицы. Позже, когда карате попало под запрет из-за несоответствия нормам социалистической морали, стал изучать айкидо, постигал его по видеозаписям, в том числе по фильмам с участием Стивена Сигала. Даже японцы, которые приезжали в Россию со специальным семинаром, восхитились навыком Иншакова. Осваивая боевые искусства, в 1984 году Александр получил диплом пединститута по специальности тренер-преподаватель. Кинематограф. В кинематограф Александр Иншаков попал благодаря спорту. Сначала он выполнял на площадке каскадерскую работу, был постановщиком трюков. И, наконец, стал появляться в кадре в эпизодах, когда надо было показать персонажа, владеющего боевыми искусствами. Первая картина, где он мелькнул, вышла в 1974 году. «Кыш и 2 портфеля». Эпизод с участием Иншакова был настолько мал, что имя исполнителя не включили в титры. Затем последовала целая черед картин, в которых Иншакову достались более заметные роли. Например, в полюбившейся зрителям кинокартине «Человек с бульвара Капуцинов» он изобразил усатого ковбоя Джонсона. Впервые воплотить образ центрального персонажа предложили Александру Иншакову в боевике «Крысиный угол», который вышел на экраны в 1992 году. Спортивный и каскадерский опыт стал определяющим в выборе его на ключевую роль. По сюжету героя Иншакова – тренер по карате, вступающий в борьбу с преступной группировкой. «Правда» озвучивал его героя Никита Высоцкий. Настоящая популярность пришла к Александру Иншакову после выхода на экраны фильма «Крестоносец» в 1995 году, в котором он сыграл в паре с Ольгой Кабо. Там каскадер поставил несколько трюков и сам в них поучаствовал. Здесь его персонаж и сам каскадер, враждующий с мафией. Также в судьбе знаменитости была и очень яркая продюсерская работа – телесериал «Бригада», который впервые показали в 2002 году. В этом фильме Иншаков появлялся в нескольких сериях как один из персонажей. Как рассказывал Иншаков, именно он был главным продюсером «Бригады», но все финансовые дивиденды обманом получил его помощник, исполнительный продюсер Анатолий Сивушов. Он же получил все ТЭФИ и «Золотых орлов» за сериал, поскольку Иншаков не мог присутствовать на церемониях. В последний момент Сивушов придумал историю о том, что наша ассоциация каскадеров
некоммерческая организация, и надо перевести все это на «Аватар»-фильм. Мол, так у нас не будет проблем с налогами. А потом выяснилось, что все немножко наоборот. Он постарался все это дело перевести на «Аватар»-фильм. И по большому счету я, один из авторов идеи и сценария, продюсер, оказался немножко в стороне с помощью Сивушова. Он постарался отодвинуть и все перевести на «Аватар»-фильм. В последний на сегодняшний день раз Александр Иншаков снялся в кино в продолжении фильма «Бригада. Наследник», вышедшем на экраны в 2012 году. К слову, Иншаков был одним из продюсеров фильма. Музыка. В 2002 года зрители узнали Иншакова с новой стороны. Он начал сольную карьеру, выпустил несколько альбомов своих песен. Первым стал диск «Пророческая женщина». В его дискографии есть дуэты с Татьяной Булановой, «Разведены мосты» и Сосо Павлиашвили, «Помолимся за родителей». В 2020 году вышел его 6-й альбом под названием «Нью-Йорк. Спасут московские дожди». Общественная деятельность. Одно время Александр Иншаков, убежденный сторонник политики Владимира Путина, входил в состав Центрального совета сторонников «Единой России». В 2012 году был доверенным лицом Путина во время президентских выборов. К слову, Иншаков играет вместе с президентом в ночной хоккейной лиге. В 2013 году принимал участие в работе учредительного съезда Народного фронта. В 2017 году за содействие вооруженным силам России в сирийской операции, а точнее за яркое представление перед служащими на блокпостах, был награжден медалью участнику военной операции в Сирии. Также он член Общественного совета при Минобороны. Александр – убежденный собачник. В его инстаграме то и дело появляются фотографии с собаками разных пород, которыми он не устает восхищаться. На протяжении 8 лет, с 2010 до 2018 года, она возглавляла Федерацию кинологов. Происшествия и скандалы. Не обошлось в карьере Иншакова без криминальных историй, связанных с его предпринимательской и общественной деятельностью. О нем поговаривали, что он связан с преступностью, и что события в сериале «Бригада» неспроста так достоверны, поскольку их создатели знали, о чем рассказывают. ФБР запретило Иншакову въезд на территорию Соединенных Штатов из-за его якобы криминальных связей. В 2013 году актера обвиняли в присвоении денег, выделенных Минкультом студии «Триада Фильм», совладельцем которой он был, на картину «Мистер Икс». В итоге виновных в растрате не нашли, дело закрыли. В 2014 году имя Иншакова связали с вымогательством у нотариальной конторы $2 миллионов. Задержанные участники преступления указывали на Александра как на заказчика. Однако в итоге Иншаков проходил по делу как свидетель. В 2017 году возник скандал, возглавляемый Иншаковым Российской кинологической федерации. Было возбуждено дело о присвоении членских взносов. По версии следствия, руководство организации не отражало в документах суммы, которые вносили владельцы собак за участие в мероприятиях. Иншаков назвал происходящее попыткой рейдерского захвата Федерации, указав на сенатора Андрея Клишеса, возглавлявшего Федерацию охотничьих собак. Личная жизнь Александра Иншакова. В жизни Иншакова было немало женщин, и репутация работала на него. С некоторыми дамами желтая пресса женила его, не имея на то серьезных оснований. Так, после съемок «Крестоносца» ему приписывали роман с партнершей по фильму Ольгой Кабо. При этом, как уверял и Александр Иванович, с актрисой его связывали исключительно дружеские отношения. 9 лет он прожил в гражданском браке с девушкой по имени Анна. Позже Александр Иншаков женился на Марине Терентьевой. Женщина моложе актера на 18 лет, по профессии флорист. Детей у них не появилось. Тем не менее, и через 30 лет совместной жизни Александра и его супругу связывают прочные отношения. Значительную часть личной жизни Иншакова всегда занимали собаки. Он посвящал много свободного времени уходу за ними. Первый щенок, Док, появился у него еще в 1976 году. С ним Александр занимался порой по 10 часов в сутки, так что когда дело доходило до тренировки вечером, сил на занятия уже порой не оставалось. За годы через руки Иншакова прошли поколения четвероногих. В 2021 у актера дома жили 3 собаки. Александр Иншаков сейчас. В 2021 году Александр Иншаков отметил 70-четие. Рассказывая о своих планах журналистам, он сообщил, что намерен приступить к реализации давнего кинопроекта, связанного с именем легендарного завоевателя Тамерлана.
Уже готов сценарий будущего фильма. В его написании Иншаков принимал непосредственное участие.